Привет, друзья! Сегодня мы с вами отправимся в путешествие по одной из самых удивительных культур в истории человечества – Древней Греции. Но это будет не просто рассказ о богах и героях, которые всем известны, вроде Зевса или Геракла. Нет, мы погрузимся в самые загадочные, странные и даже пугающие мифы, которые до сих пор заставляют нас задуматься, что это было. Правда или вымысел, или, может быть, что-то среднее. Древние греки создавали истории, которые не только развлекали, но и пытались объяснить мир вокруг них, хаотичный, необъяснимый, полный тайн. И сегодня я расскажу вам про 10 самых загадочных мифов Древней Греции, которые до сих пор будоражат умы историков, философов и просто любителей тайн. Готовы? Тогда начнем. Первый миф, с которого я хочу начать, это история о происхождении мира, или, если быть точнее, о хаосе. Вы, наверное, слышали, что в греческой мифологии все началось с хаоса, но задумывались ли вы, что это вообще такое? В отличие от более поздних культур, где мир создается каким-то всемогущим богом с четким планом, у греков все начинается с пустоты. Хаос – это не просто ничто, а нечто живое, первобытное, необузданное. Из него появляются первые божества – Гея, Земля, Тартар, бездна, Эреб, мрак, и Нюкта, ночь. Но вот что интересно, хаос никогда не исчезает. Он остается где-то там, на заднем плане, как напоминание, что порядок в мире – это иллюзия. Некоторые исследователи даже считают, что хаос – это не просто мифологический образ, а философская идея греков о том, что Вселенная в своей основе непредсказуема. И это делает миф не просто началом истории, а загадкой, был ли хаос создателем или разрушителем. Дальше у нас миф о Пандоре. Все знают про ящик Пандоры, хотя, кстати, в оригинале это был не ящик, а сосуд, пифос. Но давайте копнем глубже. Пандору создал Гефест по приказу Зевса как наказание для людей за то, что Прометей подарил им огонь. Ей дали любопытство и этот самый сосуд, который она, конечно же, открыла, выпустив в мир все беды – болезни, войны, голод. Но осталась надежда. И вот тут начинается загадка. Почему надежда осталась внутри? Это что значит, она тоже зло? Или, может, греки хотели сказать, что надежда – это то, что мы сами должны найти в себе, а не ждать от богов? Есть теория, что этот миф не просто сказка, а аллегория о человеческой природе. Пандора – это мы с вами, а ее любопытство – наша вечная тяга к запретному. И знаете, что еще странно? В некоторых версиях мифа Пандора вообще не виновата. Это Эпиметей, ее муж, открыл сосуд. Так кто же тут настоящий виновник? Третий миф – это история о Ламии. Если вы думаете, что греческие мифы – это только про героев и богов, то Ламия вас удивит. Она была прекрасной женщиной, любовницей Зевса, но Гера, его ревнивая жена, прокляла ее, превратив в чудовище, пожирающее детей. Жутко, правда? Но загадка не в этом. Есть версия, что Ламия могла снимать свои глаза, чтобы видеть будущее или прошлое. Откуда это взялось? Некоторые ученые связывают Ламию с древними культами, где жрицы использовали ритуалы с глазами животных, чтобы заглянуть за грань реальности. А еще Ламия стала прообразом для вампиров и демонов в более поздних культурах. Так что этот миф не просто страшилка, а, возможно, отголосок чего-то реального, скрытого в истории. Четвертый миф про Тантала. Вы наверняка слышали выражение «танталовы муки». Тантал был царем, которого боги пригласили на пир, но он решил их обмануть. В одной версии он украл нектар и амброзию, в другой подал им на ужин собственного сына Пелопа. За это его наказали вечным голодом и жаждой в Тартаре. Вода и еда всегда ускользали от него. Но вот что делает этот миф загадочным. Почему боги вообще пригласили смертного на свой пир? Некоторые считают, что Тантал был не просто царем, а кем-то вроде посредника между мирами, и его преступление – это попытка нарушить грань между божественным и человеческим. А еще есть теория, что этот миф – предупреждение о гордыне, но мне кажется, тут что-то большее. Может, это намек на утраченные ритуалы, где люди действительно пытались стать равными богам. Пятый миф – это загадка Сфинкс. Да, той самой, что задавала вопросы Эдипу. Она была чудовищем с телом льва, крыльями птицы и лицом женщины. Ее загадка. Кто ходит утром на 4 ногах, днем на 2, а вечером на 3? Кажется простой, но подумайте, почему именно такая формулировка?
Некоторые исследователи говорят, что сфинкс – это не просто монстр, а символ времени, которое пожирает все живое. Ее происхождение тоже туманно, она дочь Тифона и Ехидны, но как она оказалась в Фивах? Есть гипотеза, что сфинкс – это заимствование из египетской мифологии, где сфинксы охраняли тайны. И вот что интересно. После того, как Эдип разгадал загадку, сфинкс бросилась со скалы. Но почему? Может, ее задача была не убивать, а проверять? Шестой миф – это история о Дедале и его лабиринте. Все знают про Минотавра и нить Ариадны, но давайте посмотрим на Дедала. Этот гениальный изобретатель создал лабиринт, чтобы спрятать чудовище, рожденное царицей Пасифаей, от быка. Но вот что странно. Дедал потом сам оказался заперт в этом лабиринте вместе с сыном Икаром. Почему? Некоторые считают, что лабиринт – это не просто здание, а метафора человеческого разума, где мы сами себя запутываем. А еще есть версия, что лабиринт на Крите реально существовал. Археологи до сих пор спорят о Кносском дворце. И знаете, что добавляет загадки? Дедал сбежал, сделав крылья, но его сын Икар погиб. Это что, намек на то, что свобода всегда имеет цену? Седьмой миф – про Орфея и Эвридику. Орфей спустился в Аид, чтобы вернуть свою жену, и почти преуспел, но обернулся и потерял ее навсегда. Красиво, грустно, но почему этот миф так цепляет? Может, потому что он о границах человеческого? Орфей был не просто музыкантом, он, по сути, бросил вызов смерти. И вот что интересно. В некоторых версиях мифа его потом разорвали Минады, поклонницы Диониса. За что? Есть теория, что Орфей знал тайны загробного мира, который не должен был раскрывать. А еще его лира, которая осталась после смерти, стала созвездием. Похоже на намек на бессмертие через искусство. Восьмой миф про Тиресия, слепого прорицателя. Он был мужчиной, потом женщиной, потом снова мужчиной, и все из-за спора между Зевсом и Герой о том, кто получает больше удовольствия от любви. Тиресий ответил, что женщина, и Гера ослепила его, а Зевс дал дар пророчества. Но загадка в том, почему Тиресий вообще оказался в этой истории. Некоторые считают, что он символ двойственности человеческой природы. А еще его слепота – это не наказание, а способ видеть больше, чем обычные люди. Интересно, что Тиресий появляется во многих мифах, как будто он связующее звено между богами и смертными. Девятый миф про Эрисихтона. Этот малоизвестный персонаж срубил священное дерево Диметры, и богиня прокляла его вечным голодом. Он ел и ел, пока не продал свою дочь, а потом съел самого себя. Жутко, да? Но вот что делает этот миф загадочным. Это один из немногих случаев, где боги наказывают так жестоко и необратимо. Некоторые видят в этом экологический подтекст, предупреждение о том, что природа мстит за неуважение. А еще есть версия, что Эрисихтон – это аллегория жадности, которая пожирает человека изнутри. И, наконец, десятый миф про Кроноса и его серп. Кронос, отец Зевса, кастрировал своего отца Урана серпом и стал правителем мира, но потом сам был свергнут своими детьми. Этот миф полон символизма. Серп – это и оружие, и инструмент жатвы, и намек на время, которое все уничтожает. Но почему Кронос пожирал своих детей? Может, это страх перед будущим? Или отголосок древних ритуалов жертвоприношения? Загадка в том, что Кронос так и не исчез. Он стал богом Золотого века в более поздних легендах. Это что, прощение или ирония судьбы? Вот такие они, 10 самых загадочных мифов Древней Греции. Каждый из них – это не просто история, а окно в мышление древних людей, их страхи, надежды и вопросы, на которые нет ответа. Что думаете вы? Какой миф вас зацепил больше всего? Пишите в комментариях, ставьте лайк, если хотите больше таких разборов, и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые тайные истории. До встречи в следующем видео.